позвонили в полицию, МВД по городу Кургану. Я говорю, пока 10 раз нажимаете, человека можно убить. Наркоконтроль вызывайте. Что у вас произошло? Всем привет, это канал Loud Sound. У нас сегодня необычный обзор. У нас несколько обзоров в одном. Все давно просят обзор чего-нибудь из Урала. Вообще все равно людям, когда будет обзор новой продукции Урала. В основном это просят представители компании Урал. Также вы давно просите третью часть нашего демокара Loud Sound 7. В ней воплощено абсолютно все, что умеет в данный момент Loud Sound, но в состоянии полной невменяемости, когда есть под рукой только то, что нашли, и с абсолютным забиванием на конечный результат. Короче, это антиавтозвуковой демокар. Дим, ты сейчас не обижаешься? Не, просто, может, вы его делали, типа, чтобы как охуенно. Сегодня у нас будет все в одном. И у нас будет заруба демокаров Loud Sound. С чем мы будем сравнивать 7, я думаю, все уже догадались. С тринашкой мы будем сравнивать. И чтобы 7 составила хоть какую-то конкуренцию тринашке, до этого в ничего. Pride стоял Junior. Это несерьезно, потому что в тринахе было оформление банпас 6-го порядка, 4 415 DevBonds и мост 10 киловаттных усилителей. А в 7 стоял 1,5 киловаттный моноблок и Junior Pride. Поэтому 7 мы проапгрейдили. Мы поставили в нее Урал 15. Урал мы решили поставить не только потому, что это очень мощный сабвуфер, а потому, что с нами связались представители компании Урал и попросили снять обзор на этот сабвуфер и скинуть им на модерацию. Нормальный ли обзор? То есть, если что-то не так, чтобы мы не выкладывали. Я в ответ попросил 1300 рублей, как я обычно прошу за все заказные обзоры. Они отказались, потому что у компании Урал нет денег. Поэтому мы выкладываем это видео без модерации. И представители Урала смотрят это видео первый раз точно так же, как и вы. Ты что там нашел? Смотри, он елку какую-то нашел. А что это за фигня? Это не конопля хотя бы? Нас сейчас примут, слышишь? Что это? Хороший этот сабвуфер или плохой, я не знаю, вы не знаете, и представители компании Урал, я подозреваю, тоже не знают. Они узнают об этом из этого обзора. Также в этом обзоре вы увидите, что сейчас сделано в 7, как это сделано. Что-то вроде даже наглядного пособия для самых рукожопов из вас, как из ведра гвоздей, изоленты, скотча и некоторых компонентов Урал сделать отличный демокар, который будет популярен на всю страну. Итак, третья часть 7 Loud Sound, а также заруба 2 демокаров. Поехали! Я и моя банда, куда едем, не знаю куда-то. Навали погромче, приятель, уносит даль нас громкая лада. Садись, прокатим, на бензин сколько есть, передайте. Чувствуй себя как Бугатти, говори, куда тебе. Громкая лада по дорогам катит. Сзади бумер, не обессуй. Если бампер отвалится прямо тебе по лицу. Машина держится на стяжках, выхлоп пердит. А чё? Зато не в кредит. Да, мама говорит, зачем окна заклеил, сын, ты теперь как бандит. Да, папа говорит, чем ниже машина, сын, тем пиздачи. Нам только что позвонили представители Урал, и у них была такая просьба. Они согласились заплатить нам 1300, но сказали, что 7 не презентабельный автомобиль, и они не хотят, чтобы в этом автомобиле презентовали их вот это мощное устройство. К сожалению, мы его уже установили в 7 и не можем его оттуда убрать, но было решено для улучшения имиджа и качества обзора заменить автомобиль, против которого будет бодаться 7. И какой же автомобиль еще круче, чем тринашка, вы спросите. А это Тиграна Сани мы выбрали, потому что у нас другой просто тупо здесь машины нету. Мы решили, что она подойдет отлично. И не просто Nissan Sunny Тиграна, а Nissan Sunny Тиграна с денежным деревом на крыше. Тут вам все, и смекалка, и какая хуйня, да? Короче, все, стеба хватит, уже, по-моему, застебались. Дальше только все будет серьезно. У нас сейчас будут серьезные цифры на датчике. И у нас не просто Nissan Sunny, а Nissan Sunny демокар ателье Loud Sound. Это все, чему Тигран научился за все эти годы, воплощено в этом автомобиле. И не просто воплощено, а тут стоит целых 2 сабвуфера Pride. Какой? ББ. В смысле? Я думал, у тебя джуниоры стоят. Нет. Итак, борт номер 1 ателье Loud Sound Nissan Sunny. А что, говно тоже снимать? Ее обосрали всю, вы видели? Так, Тигран, краску проезд. Тигран, слышь, ты к Максиму заедь в детейлинг, он тут поправит некоторые вещи. Вот это он сделает по-любому керамикой. И тут насрали. И тут насрали. А тут V6.
Че, саморезами его прикурили? The yellow tape surrounds the fate. Don't have a face, so now you late. Open the gates. Great, eliminate like a lemonade. Hey, young boy had to penetrate. Да не видишь, что ли? Очки наебал за 1000. Это для кого вообще? Для каких-то карликов? Тигран, я очень невысокий. Ну как я въебался в крышку багажника? Она вот, смотри. Это какая-то травмоопасная Она крышка. еще может это закрыться. Сама? Да, когда холодная, понял, закрывается. В натуре ББ? Да. У тебя нет И шансов. закручена Ты на в 4 курсе? самореза. А это вы делали, да, в ателье Loud Sound так короба собирают, да? Это другая стенка, здесь была двойная под майхом. А это Мы- что, дополнительный фазоинвестор? Смотри. Да я понял, ну да. Ну, нормально. И не что одна. ты думаешь? А на сколько фазоинвестор настроен? Автоматика. Алло, Эдик. Короче, прайды у нас тоже будут в обзоре. 1300 надо. В хорошей машине, да. Ну, наш демокар от Ателье Loud Sound. И выглядит нормально, и рез есть, да. 1300. Ну, в смысле, за один обзор, да. 960, ладно, давай, договорились. Мы только что договорились на законное использование бренда Pride в нашем обзоре, поэтому у нас будет 2 ББ против одного Урала Ультиматум или Ультимейт. Ультимейт Атом, короче. В нашем обзоре еще участвует молодой бренд Anubis. Что это, я понятия не имею. Ребята заехали в магазин, говорят, снимите обзор про Anubis. 1300 они не давали, да? Это бог смерти, по-моему, да? Так все названия. А все как их поперли, да? Альфарда, Судный день, бог смерти. Это что за хуйня началась? У Урала четко, да, Афганистан, АК там, что у них еще было? Боеголовка, нет, тоже какой-то апокалипсис. Люди как-то настраивают нас на агрессию. Вот у Прайда ББ. Что это такое? Вообще, это ничего не означает, Банан. кстати. Нет, это банан. Так, обзор у нас будет состоять из 3 частей. Это обзор самих автомобилей, сравнение инсталляции, замер давления и драг-рейсинг. Причем, я думаю, можно здесь, да, даже Нормально, сделать? да. Здесь нормально? Только ты семерку должна выиграть, потому что Nissan и так похож на кусок говна. Если в него камни полетят, ему похуй. А семерочка четкая. Только капот помял где-то посадочник. Вы что, плясали на нем, что ли? Начинаем из-под капота. Я бы сказал, что надежное крепление, но если я дерну, вот здесь я точно вырву, да? Представляешь, ну заделка нормальная, вот изолента здесь в тему, но только ее очень мало, мне кажется. Очень мало. Нет, смотри, вот так ее заклеить. Да, я сейчас думал. Вот. Тигран тебе уже исправил. Видите, чем отличается профессионал от непрофессионала? Вот теперь Тигран как сделал, никто не увидит. Так, ну тут есть еще по мелочи незаделанных концов, совсем чуть-чуть. Зато змея, термоусадка, А это на смотри. магнитофон у тебя, да? Нет, вольтметр. У него вольтметр есть, в отличие от тебя. Так, здесь у нас какой-то Сандквест, да, стоит, или что это? Только не говори, что Стингер. Кикс. Крепление хорошее, я вам Блядь, честно снял скажу. клемму ему. Ну да, с небольшим усилием. На Эми вот сейчас с тебя очень много баллов бы сняли за крепление оборудования. Мох? Да. В смысле, это не мох. Мох. Как это мох? Посадочник разводи, продавай. Ты знаешь, что он бабок стоит? Так, 1.6 мотор у нас, 8-вольтовый. Здесь у нас 1.6 мотор, но японский. И обратите внимание, на русском вот такой вот хуйни нет. И масло не течет. Тут мы уже видим серьезнейший подход Тиграна. Я почти уверен, что ни один из этих аккумуляторов вообще нихуя не работает. Один из них что-то там как-то помирает, а второй его еще сильнее укладывает. Не надо быть специалистом ни по автомобилям, ни по автозвуку, чтобы понять, что если эти аккумуляторы убрать, возможно, она даже лучше будет заводиться. Это 70-ка, что ли? Да, с твоей BMW. Это с моей бэхи? Да. Это плюс децибел. Питание есть. Давай посмотрим, куда оно идет. Питание заходит в салон. А как, через что оно проходит? Там отверстие есть. Это скорее дырка, Тигран. И идет вот здесь под ковриком. Ну, то есть, это на самом деле очень удобно. У вас всегда есть доступ к вашим силовым проводам. Если что-то случилось и не сгорел предохранитель, вы просто берете здесь и перегрызаете их. Акустика уложена в стиле Тиграна. Клиентские подиумы кто-то забыл. Обратите внимание, подиум сделан с запасом, то есть динамика можно поставить и большего размера, но немножечко кривовато его Тигран вкрутил. Видите, вот по-другому не здесь у нас нет зазора, а здесь есть. Ветер вот держится на 2 саморезах. Ой, я нечаянно. Я так чуть-чуть потянул. Стеклоподъемники, кто будет троллить, они тут есть. Вот он. Воткнул. Все работает. Здесь у нас, как и в семерке, сиденье складывается. Но складывается оно по-японски. Есть вот такая штучка, за которую потянул, откинул. И целиком можешь складывать. Теперь еще поднимать. И еще дальше. Вот вам чем Япония. А, сука! Нет, это мешает. Вот Япония чем Ой, отличается. саморезы. Теперь семерка.
Все, то же самое, Тигран, без всяких вот этих штучек потянуть. Смотри, как четко, еще и подлокотник есть. И есть даже подсветка. Ну, к этому мы еще вернемся. Давайте продолжать. Мы смотрим Nissan. Усилитель у нас стоит то ли Kicks, то ли MD-Lab, то ли Урал. Непонятно. И Мома. Все очень просто. Моноблок, четырехканальник. И сзади установлены твиттеры. Это сцена, чтобы лучше была. Ты знаешь, как они называются? Мицуба. И все. Да, вообще нечего показывать. Нет. Скучно, да, посадочка? Все, это обзор вот Loud Sound ателье де Макара. Семерка, давно вы ее не видели, мы ее взяли, чтобы снимать про нее сериал. Но только 3-я серия, да, к сожалению, у нас выходит. Пришлось растонироваться, потому что это запрещено законом. Это у нас сейчас солнце просто, видите, так светит. Если мы сядем внутрь, Тигран, ну это вот к тебе вопрос. Тут смотри, как все хорошо. Видишь? Нету проводов. И нигде их ты не найдешь. Только вот тут. А что ты нашел? Покажи. Ну, подожди. Ржавчина. А все 3 дырки были с завода? Нет. Это вопрос был риторический. Что это такое? Мома. Как ее пробили, я понимаю. Как до сих пор не пробили вот эти динамики, для меня загадка. То есть, смотрите, вы их закрываете и вот четко локтем. Это у нас F13 стоят. Как ни странно, в семерочке гораздо уютней, удобней. И сиденье на автомате тоже. Не надо ничего нажимать, оно просто ездит вперед и назад. Руль спортивный, мощный, как мы и ставили. Вот сигнал Дима сделал, но что-то не работает. А, вот так? А, ничего себе сигнал. Ну ты в курсе, да, что семерка круче сигналом? Батонный высший уровень исполнения. Посмотрите, ни одного косяка. На этом. Разумный компромисс, от резинки пришлось отказаться уплотнительной. Но зато с запотевшего стекла вода вот так вот, минуя резинку, стекает сразу туда. И это хорошо, она стекает на магниты, тем самым охлаждая динамики. Есть карман, обратите внимание, очень мало инсталляций. Тигран вот не даст соврать, да, где столько динамиков в двери и карман остался. Левая обшивка у нас чуть-чуть все хуже обстоит. Это не проблема установки и не проблема плохой полиэфирки. Это обычная Ручная проблема. ручножопная, я бы так сказал, рукожопная проблема. Это чистый антиавтозвук. Причем, надо отдать должное пацанам, они не забили хуй на это, да? Это давно случилось, сколько, месяца, 1,5 уже назад, да? Они саморезами здесь закрепили, чтобы она дальше не отрывалась. Мне кажется, вот это говорит о таком серьезном подходе. Причем саморезы разные, а вот здесь нету. Здесь у нас подложена бумажка. Я даже не буду спрашивать, зачем. Нет, я спрошу, а зачем? Зачем там бумага? То есть у вас прокручивался саморез, и ты подумал, что ты бумажку вкрутишь, и он не будет прокручиваться. 413 P-Audio, легендарные. А они чьи, кстати, Дим? Мои. Твои? Да. Здесь надо вот примечательно, люди думают, что, знаешь, работает пацан в магазине Loud Sound, ему все дали на халяву, он катается, слушает. Здесь все его, да? Кроме машины. Регулятор басов есть, басовик. Ремонт левел. Обратите внимание, ремни безопасности, все это работает. И переходим к самой интересной части, это задняя часть. Здесь у нас, ну давайте не будем скрывать, да, это антиавтозвук в самом его, что ни на есть, отличном проявлении. Очень много людей в группе антиавтозвук, я это выкладывал, ты видел, написали, да мне бы такой антиавтозвук. Потому что у нас здесь стоит мощнейший 4-канальный Мома. У нас здесь стоит, что это за усилитель? Динамик стоит. Динамик стоит 4-канальный. Да, 450. И вот эта штука, это не просто крышка, чтобы кулеры прикрепить. Это кусок стекла старого от тренажки. На тренажке, если вы обратили внимание, сейчас у нас новые стекла сзади, оргстекло стоит. Вот Дима, чтобы не париться и не делать новое, он половину от этого просто отрезал и прихуярил к нему 2 кулера. Прихуярил, надо сказать, надежно, они очень хорошо закреплены. А вот крышка... Тихо, не замкни ничего. В смысле? А я что, могу замкнуть? Ну, я вам объясню, почему она так снимается. Не потому, что ему было не кайф запилить. А если, например, вот этот усилитель холодный, а этот горячий, мы просто перекладываем сюда и охлаждаем этот. Либо охлаждаем вот так сабвуфер. Ну, короче, многофункциональное применение. Да, кондиционера в машине нет, так что можно направить эти 2 кулера в лицо. Подсветка сделана очень красиво. Все зашумоизолировано. Это что за кондеры? А, на пищалке у тебя так порезаны? Давайте посмотрим багажник. Номер заклеили. Надо отдать должное. Я тогда поругал, говорю, это не дело Loud Sound, а номер не заклеен. Посмотрите, на каком уровне все сделано. Тигран, тебе поучиться надо, посмотри. Сантиметровую шумку хуйнули. Здесь у нас стоит Anubis, моноблок, который пацаны попросили прорекламировать. Вот так вот мы рекламируем моноблок. Они деньги не давали, да, за обзор? Ну, пацаны молодые, 1300, деньги большие, поэтому пока просить не будем. Anubis, какие-то новые усилители, которые ребята
Сделали там и гордятся ими, привезли каких-то кучу схем, какие-то кучу амплитудно-частотных характеристик и всего остального. Короче, подход такой серьезный. И есть полная гамма. Вот это какой-то тестовый образец. И его мы решили поставить. Почему? Он ближе всех лежал, да, на самом деле. Не будем никого обманывать. Loud Sound. Как можно было запороть логотип? Я не знаю. Это в машине Loud Sound. Неправильным шрифтом написано LS. Ну, это не наш логотип, короче. Но вот он в нашей машине. Хавкер 300 стоит у нас. Это с тринашки, бэушный, которому уже, я даже не знаю, сколько лет. 3. Самый первый? Тогда 4 года. Так, я в детстве занимался карате, я не могу этого не сделать. Давай, снимаешь? Сейчас будет четкий. Да тебе сейчас в лицо она отлетит. В смысле, а как? Я в карате занимался. Ай, блядь, как больно. Это глупо было, да? Сука. Но в детстве я занимался не только карате, но еще и боксом. Вот так закрывается крышка. Ключи не там остались. Можно закрыть ногой, можно закрыть рукой, с любым усилием. На самом деле, Диме надо отдать должное. Такого многофункционального багажника даже у меня в BMW нет. Там приходится нажимать кнопку и долго ждать. Здесь нажал, дернул, ударил, она раз и закрылась. Но открывается только с ключа, да? Так, мы готовы к замерам, но как всегда все пошло не так, да, Тигран? У тебя было сколько? 140... 10? 140-11 где-то было у Тиграна, но сейчас мало мы намерили. Но он по-любому надо зафиксировать официальный рез. С 2 прайдов ББ. Я думаю, это рекорд будет. Какой длинный замер. Это самый длинный замер, да, Дим, который мы видели? Да хватит, Тигран. Ты думаешь, чем больше давишь, тем больше циферок прибавляется, да? Короче, 30 Гц, смотрите. Оп, 139,6. Нихера себе, почти 140, Тигран. Ничего себе. В однообъемнике с 2 двенашек это очень круто. Ладно, я вам объясню, в чем суть. Отмазки ж нужны, да? Конечно, да. А то скажут, пилить не умеет. Он просто только что поставил какие-то сабы в какой-то короб. И хер его знает, чего, куда там надо стрелять. Ну и явно мощи не хватает. Дим, ты больше дашь, чем 140? Да. Не говори пока, ты только вкрутил тоже этот Урал. А теперь 7. Вы все ждали этот результат. Тигран садится, чтобы было меньше давления. Дима не знает о том, что когда человек внутри, то давление может измениться. А Тигран не знает, что оно может измениться в любую сторону. А я назад тогда сяду, что уж. Я тогда назад сяду. А если задняя дверь будет открыта, можно? Да вали так, похуй. Рез есть? Да. Нормально. Гордеж нормально. Сколько? 145,4. Да ладно, в седане? Да. Со мной сзади, с открытой задней дверью. Герца. Да эта дверь помогла. Ну давай закроем. Слышь, а нормальный САП, короче, только его надо ввалить. Когда не спят, и я не сплю. Я несу тоску, когда пьян доску. Распечатав вкусно, слова не скуп. Из моих уст много вкусностей миску. И спустя гнул паску. Готовим бумбу, заряжаем колбу. Замешали тюбы, ранили. Слышь, а ниже есть? Еще? Еще ниже. Turn it up now, guaranteed to shake, Satan breaking, speakers, gotta roll the steps of making
Пойми. Хера себе! Да не, он прогрелся, ты чё? Ох, блядь. Так, у нас поломка. Этот обзор, в принципе, без нее не мог обойтись, да? Я думал убить САП, если честно, сейчас вот послушать. САП играет достойно, да? Скажи, Да, Тигран. вообще классно. Долбит как молоток. Надо его покупать. Я всем Если рекомендую подарят, бесплатно покупки заберу. этот сабвуфер с вас 1300. А вот новый усилитель у нас в защите, и он раскаленный, да? Он весь день на желе стоит, тут достаточно жарко в багажнике. Усилители мы тоже рекомендуем к покупке, их обязательно все покупайте. Это очень хорошие усилители. 1300 с вас за обзор. Короче, усилитель сейчас посмотрим, выйдет защита или нет, или он по температуре туда ушел. Что, в принципе, нормально для погоды, которая сейчас почему-то до сих у пор меня ничего не в уходит в Ростове в защиту. середине сентября. Не, по городу А сейчас же середина сентября, Тигран? Да. Так это что, промокоды надо снять? Я опять. Давай, запусти, попробуем. Да, запустился, а это значит только одно, да? Что мы все-таки попробуем убить Урал. Посмотрим, кто сдохнет быстрее. Ультиматум или бог смерти. Или нам быстрее дадут пизды с этих домов. Don't stop his motherfucking lights out. Hands on deck, make a nigga pull a tool out. Don't stop it till I wild out, wild out, wild out. Gonna wild out, wild out, wild out. Walk off like a wild out. Red squad, red squad. Урал убить нам у нас не получится, просто потому что у нас Анубис очень боится жары. А моща есть, да? Да. Мощи хватает, кстати. Это сколько мы намерили? 145 так сходу, да? На музычке. Ну, можно запилить, да? 150 допилишь. Только не без буксов накатом, а то вы меня камнями убьете сейчас, да? Давайте просто езжайте и все. Просто езжайте, а потом быстро езжайте, да. Вот, супер драгрейсинг, смотри какой культурный. Из-за пыли непонятно, кто выиграл. А Тигран сломался, что ли? Он сломался, походу. Смотри, оторвала гранату, наверное. Или коробка сломалась, одно из двух. Хотя, может, и бенз кончился. Тигранчик, что такое? Тебя подтолкнуть? Вот оно, смотрите, завершение гонки. Вот японец против русской тачки. Гордость, да, за русскую берет? Хотя Дима тоже... А, не, он назад едет, да? Я думал, тоже сломалась. Вот это эпично было бы, если бы он тоже сломался. Люди, вон, Хураканов, GTR-ов, да, снимают? Что мы снимаем? Короче, Тигран вроде бы как выиграл, но Дима, видимо, уворачивается от камней. Поэтому дал еще Тиграну дальше уехать. Тигран быстрее, а Дима умнее. Так как что, кто выиграл? Ты специально, да, отстал, чтобы он камнями не закидал, да? Ну и, конечно, по дрифту, да, нам нужно сделать соревнование. По дрифту вот на таком красивейшем фоне постапокалиптическом. Сейчас Тигран дернет ручник. А нахрен вы все идете? Нет, я-то один увернусь, а если нас будет трое, у Тиграна в 3 раза больше шансов нас задавить. Смотри, он уже, все, он уже едет. Это вообще не к добру. Если что, теряйтесь. 1 балл, да, с плюсом максимум. Полбалла. Тигран, короче, не согласен с результатами, которые мы ему поставили. Поэтому будет сейчас... Или в нас. Во, вот это дело почти. Это уже 2 балла, Тигран. Так, это была 3-я часть обзора про семерку. Надеюсь, вам очень понравилось. Я думаю, в этой части было все. Автозвук, и гонки, и дрифт, и антиавтозвук. Да, и даже реклама у компании Урал и какой-то... А Анубис там по-другому компания называется. Это усилитель так называется, Анубис. А компания по-другому называется. Ну, я не помню как. Идал, да? Да. А может, наоборот, Анубис компания Идал. Короче, вот видите, что получается, если пытаешься за 1300 воткнуть в обзор коммерческий продукт. На самом деле, это, конечно, прикол. Мы это делаем все бесплатно и готовы делать на коммерческой основе. Уже, наверное, мы дошли до этого уровня. Ну,
у компаний-производителей автозвука не хватает пока на это денег. К сожалению, у нас компании-производители не богаты, а те, которые готовы платить, мы не согласны на их условия. Поэтому, несмотря на то, что нас обвиняют в рекламе, какие-то особо, как их назвать культурно? Ебанаты. Ебанаты только могут писать про Loud Sound, что там есть реклама. У нас уже настолько мы отличаемся от любого блогера отсутствием рекламы, что только вот ебанат может узреть какую-то рекламу в нашем обзоре. Покупайте сабвуфер Урал. От компании Урал мы не хотим никаких денег, даже 1300, если зажмут не против, пусть нам просто Урал подарят. Дима не против. Хороший, кстати, сам, да? не против буду. А ты что, тебе зачем Поставят мне сабвуфер? тоже Урал. У тебя вон стоят прайды. Вот, Они не вот валят. к Эдику звони, пиши, говори, Эдик, ББ. Ну да, 139, какие ББ, все, снимай. Так у нас остается сделать всего лишь одну вещь. Если мы ее не сделаем, вы нас будете очень сильно обвинять. Да, всегда пишут в конце видео, пердеж, не было пердежа. Пердеж был, кстати, сегодня, такой жесткий в семерке. Ну в кадре была тренаха, и мы ее не включили. Вот, собственно, почему вечность? Там люди говорят, что мы... Все, мы выключаем. Валим отсюда скорее. Собственно, вот логичное завершение этого обзора. Нас выгнали отсюда люди с домов. Ну, потому что пока семерка играла с Ниссаном, было еще ладно. А вот когда тренажка включилась, конечно, это... Нихера себе, видите, как сигнал починил? Watch this. Видите, крутой какой обзор. Оп, обзор Loud Sound. Сейчас упадет, блядь, отвечаю. Так он из-за руля вылез, ты видел? Он же за рулем сидел. Не помещается. А, забыл iPhone на крыше. Или обзор Урал, а как он называется, ультиматум или ультимейт? Или хуй его знает. Вот так все говорят, а как он, ультиматум или ультимейт? Не знаем. Это не этот, который с пулемета может сверху стрелять. Прикинь, сейчас увидят. Игра на операторские качества применяет, но нихуя у тебя не выходит, она дрожит по горизонтали. Видишь, наебнулся этот стабилизатор. Тигран, ну это очень глупо, он сейчас упадет и разобьет тебе лобовое. А где его посадочник нашел? Прям тут в траве, что ли? Прикинь. Так это знаешь что? Это к счастью, пацаны. Это денежное дерево. Да, я вам говорю. Кого-то денег... По-моему, я разбираюсь. Ну, я могу ошибаться. А, подожди, ты на ногу наехал мне. Ведешься, да, до сих пор на такие шутки? Смотрите, цветок сам движется. Понятно, почему нас обвиняют, что мы курим.
По-моему, такой по трезвому кадр не придумаешь, да? Кран, это очень красивый кадр должен был быть. Ну что ты так плетешься, как черепаха? И тень моя все испортила, короче. И номер у тебя левый. Можно ли скинуть им на модерацию, чтобы они сказали, это что за хуйня была? А, это у тебя? Ну, нахуй я ж попросил эти авиарежимы, что я говорил? Я скажу, короче, все надо, да, закрою. Да уже можно закрывать. Главное, напомните мне потом, ты, все вы, чтобы я поснимал, я всегда это забываю. Я надеюсь, нам заплатят все-таки 1300 за этот обзор. В смысле похуй? Ты знаешь, да, что у тебя дверь открыта? Ну давай, а ну сделай, давай. Автоматика, хера себе. Помыл тренажку, слышь. Спасибо, Тигранчик, от души. 1300 они не давали, да? Яйца почесал, было видно сейчас? Ты выше снимаешь? Сука. Ну я не яйца чесал, но выглядело бы как будто бы яйца.